Друзья, всем привет! Давно на моем канале не было видео, где я рассказываю, как расхламляю пространство своего дома. Последнее, что я расхламляла и делилась с вами своим результатом, это был мой гардероб, в котором я насчитала около 90 предметов одежды, которые я обычно ношу. Кстати, если вам интересно, как я расхламляла свою одежду и по какому принципу можно это сделать, то посмотрите вот это видео. В нем я рассказываю и показываю все подробно. И вот наконец пришло время для следующего расхламления. И на очереди стоит кухня. Последний раз я расчищала ее больше года назад. Что-то изменилось с того времени, а что-то и нет. Но то, что большая часть пространства захламилась, это факт. И я поняла, что это мешает мне проводить качественно время на кухне. Я чувствую, что мне недостаточно удобно и комфортно использовать имеющиеся предметы и пространство на кухне. Поэтому я решила подчистить кухню от ненужного хлама и пересмотреть и реорганизовать пространство. Как я это планирую сделать? Первое, я хочу избавиться от визуальной загруженности пространства и шкафчиков. Я решила пересыпать и переложить все продукты из разноцветных упаковок в прозрачные контейнеры. Обычно я использую контейнеры из IKEA или более экономичный вариант контейнеров из корейского магазина Daiso. Кофе и чай я пересыпала в стеклянные банки объемом почти 3 литра, которые также купила в IKEA. Еще я разобрала специи, которые лежат у меня в верхней части шкафчика. Я долго думала, как их можно организовать, и была очень близка к покупке специального набора для специй. Но нашла у себя неиспользованные маленькие баночки и решила, что лучше попробую для начала использовать подручные средства и то, что у меня уже есть. Поэтому я взяла вот такие стеклянные баночки объемом около 20 мл и пересыпала основные специи в них, сделала надписи на крышках и расположила на подносе в выдвижном шкафу. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. По такой же системе я рассортировала все вещи в шкафчиках по контейнерам, а также подписала их, чтобы можно было легко и быстро ориентироваться на полках и знать, что где лежит. Плюс это упрощает процесс поиска нужных вещей для других членов вашей семьи. Второе. Я хочу максимально очистить поверхности от лишних предметов. В основном это бытовая техника, а также средства для мытья посуды. Насколько это возможно, я освободила место под бытовую технику. У меня это тостер, хлебопечь и эйр-гриль. Так все выглядит достаточно лаконично, эстетично и минималистично. А мыло и губки для мытья посуды я убрала под раковину. Для этого я использовала пластиковые контейнеры и полки на липучках из IKEA. Очень удобно, если вы не собираетесь сверлить стены или дверцы шкафчика. Поэтому полка на липучках – это хорошая альтернатива. Также я поняла, что мне необходимо отдельное место для хранения кастрюль и сковородок. Поэтому я освободила один из шкафчиков специально для этого. Чтобы максимально использовать его пространство, в одной части я расположила полку из IKEA, на которой я разместила крупные кастрюли. А в другой части поместилась вот такая подставка под кастрюли размером поменьше и сковородку. А для крышек я нашла вот такой специальный подвесной держатель. На нем можно расположить только 2 крышки, но мне этого вполне хватает. Вот так потихоньку моя кухня приобрела полноценно эстетичный вид, и очевидно, после реорганизации пространства мне стало удобнее готовить и комфортнее проводить время на кухне. Друзья, напишите в комментариях, расхламление каких зон или каких комнат вам хотелось бы увидеть и посмотреть на моем канале. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк
который смотивирует меня выпускать больше интересных и полезных видео для вас. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Кстати, следующее видео будет о том, как я организовала пространство в нашей маленькой ванной комнате. Так что подписывайтесь на канал. До встречи и пока!